С вами ID90, инженерный подход к технологии. Сегодня поговорим о софте, на который каждый линуксоид может смотреть часами, как на огонь или воду. Разберем феномен утилит семейства топ. Консоль Linux принято считать местом для сухих, невидимых задач, где нет места графическим излишествам. Но у терминальных инженеров есть своя особая эстетика. Если вы посмотрите на рабочее место системного администратора или разработчика, то на самом видном мониторе обязательно увидите бегущие графики, цветные полоски загрузки ядер процессора и бесконечный список процессов. Это наш цифровой пульс. Изначально этот софт создавался как инструмент экстренной реанимации. Когда сервер начинает задыхаться, нужно мгновенно найти и копать до того процесса, который сжирает все ресурсы. Но то, что начиналось как сухая утилитарная таблица, со временем превратилось в серьезную инженерную гонку за удобство, скорость работы и визуальную красоту. В этом кроется инженерный технический вызов. Инструмент мониторинга по определению должен быть максимально незаметным и легковесным, чтобы не усугублять ситуацию на перегруженной системе. Но разработчики годами пытались втиснуть внутрь текстовой консоли полноценные интерактивные интерфейсы. Они прошли путь от чтения сырых системных логов до отрисовки сложных графиков, поддержки мыши и борьбы за каждый такт процессора ради экономии ресурсов на отрисовку интерфейса. Сегодня мы разберем всю хронологию этой ветви софта с точки зрения удобства, костылей и здравого смысла. Посмотрим, как утилиты развивались год за годом, почему их авторы пытались переосмыслить вывод процессов и как инструмент дебага превратился в настоящее визуальное искусство. В комментариях под прошлыми видео часто поднимается вопрос качества звука с петлички. Мне нужна ваша помощь и объективный взгляд. Сейчас вы слышите тестовый фрагмент. Пожалуйста, поставьте видео на паузу и посмотрите на список на экране. Что именно вам режет слух больше всего? Хрипы, постоянный шум, эхо или что-то еще? Ваша обратная связь и статистика помогут понять, где именно сбоит тракт захвата и оптимизировать настройки для следующих роликов. Поехали! PS и Kill. Фундамент и статический снимок. Прежде чем появился первый динамический монитор, инженеры управляли системой вслепую. Самый первый инструмент, с которого все началось, это утилита PS. Она не умела обновлять экран в реальном времени. PS сделала просто мгновенный статичный снимок состояния системы на текущую миллисекунду. Вы запускали ее, получали сухой текстовый список запущенных программ и их идентификационных номеров, а затем использовали команду kill, чтобы вручную отправить сигнал на завершение проблемного процесса. Это было похоже на стрельбу в темноте. Вы делали снимок, прицеливались по номеру процесса и стреляли командой уничтожения. Если за эту секунду процесс успевал изменить свое состояние, операцию приходилось повторять. Индустрии катастрофически не хватало динамики. Топ. И вот в 1984 году программист Уильям Лефевр решает исправить этот слепой метод и создает оригинальную утилиту топ. Это спартанский, монохромный дедушка всего жанра. Архитектура топ закладывалась в эпоху, когда терминалы были текстовыми трубками, а оперативная память измерялась мегабайтами. Принцип работы утилиты стал прорывным. Вместо разового снимка она начала циклически опрашивать операционную систему через равные интервалы времени и выводить данные на экран, создавая иллюзию живого мониторинга. Интерфейс здесь суров. Никаких графиков, только статичная таблица, которая обновляется раз в несколько секунд. Топ неудобен. В нем тяжело ориентироваться без знаний горячих клавиш, но у него есть один неубиваемый инженерный плюс. Он гарантированно встроен во все стандарты, а значит есть на любом сервере или древнем роутере по умолчанию. А топ. В начале 2000-х системные администраторы поняли, что обычный динамический монитор бесполезен. Если сервер упал в 3 часа ночи, а вы проснулись только в 8 и видите уже мертвую систему, на замену приходит АТОП – инструмент для жесткого, бескомпромиссного расследования системных катастроф. Его авторы полностью забили на визуальные красивости и сосредоточились на истории данных. Главная фишка АТОП – работа в фоне в режиме бортового самописца. Он ведет непрерывные логи, фиксируя не просто среднюю загрузку, а краткосрочные всплески активности, нагрузку на конкретные диски и даже те процессы, которые успели запуститься, уронить сервер и умереть между интервалами обновления экрана. Это не утилита для красоты, это черный ящик для поиска виновных в падении продакшена. H-Top. В 2024 году разработчик Хишам Мухаммед совершает настоящую революцию и выпускает H-Top. Это утилита,
на следующие 20 лет станет абсолютным стандартом и лицом консольного мониторинга. Хишам полностью переосмыслил подход к визуал-составляющей. В терминале наконец-то появились цветные псевдографические полосы, загрузки каждого ядра процессора, понятные текстовые индикаторы памяти и, о боже, полноценная поддержка мыши. Вы могли кликнуть по зависшему процессу и убить его нажатием одной кнопки, прямо из интерфейса, вообще забыв про ручной ввод команд завершения. Это сделало Аштоп главной рабочей лошадкой для миллионов инженеров. Glances. В 2011 году французский разработчик Николя Хёнинг решает, что классического списка процессов мало, и выпускает Glances. Задача этой утилиты – показать вообще все, до чего можно дотянуться, от температуры процессора и скорости кулеров до сетевых интерфейсов, запущенных контейнеров и свободного места на дисках. Более того, софт получился невероятно модульным. Он умеет работать в режиме сервера и выводить метрики удаленно, позволяя админу мониторить машину прямо через веб-интерфейс. Но за такую всеядность приходится платить. Утилита получилась довольно тяжелой. На слабых системах сама по себе способна создавать заметную нагрузку просто в процессе своей работы. PowerTop. Примерно в это же время инженеры столкнулись с новой проблемой – мобильность. Специфика ноутбуков требовала не просто знать, кто сильнее всего нагружает процессор, а кто быстрее всего высаживает батареи. Так под эгидой Intel появился PowerTop. Этому инструменту плевать на красивый дизайн и списки сетевых интерфейсов. Его единственная задача с точностью до милливатта – показать, какие именно процессы и устройства заставляют процессор выходить из режимов энергосбережения. PowerTop детально анализирует поведение софта и выдает конкретные рекомендации, что нужно придушить в системе, чтобы ваш ноутбук прожил лишний час без розетки. Это чистая прикладная оптимизация. Рождение BTOP, BashTop и BPyTop. А теперь переходим к самой безумной и красивой драме в этой хронологии. Шведский разработчик под ником Аристократос решает доказать, что мониторинг системы может выглядеть как футуристичный интерфейс космического корабля. В 2019 году он выпускает BashTop. Утилита выглядела потрясающе. Кастомные темы, градиенты, плавные текстовые графики. Но инструмент получился неповоротливым. Анимации и графики сильно нагружали процессор, а при нехватке ресурсов интерфейс начинал безбожно лагать. Автор понимает ошибку и в 2020 году полностью перезаписывает проект с нуля, называя его BPyTop. Стало лучше, стабильнее, но производительность все еще не давала покоя перфекционистам. И тогда, в 2021 году, происходит финальная эволюция. Автор берет волю в кулак и переписывает все в третий раз, выпускает легендарный BTOP. На этот раз внутренности оптимизировали до абсолютного предела. Утилита моментально собирает данные, работает на запредельных скоростях и при этом выдает невероятную по красоте картинку с кастомными игровыми темами, удобными меню и адаптивными графиками. Это вершина эволюции визуального мониторинга на сегодняшний день. NVTop. Параллельно с гонкой процессорных мониторов инженеры столкнулись с новой проблемой. Эпоха нейросетей, майнинга и тяжелой графики заставила видеокарты работать на пределе, а классические утилиты их просто не замечали. Так появляется NVTop. Этот инструмент общается напрямую с интерфейсами видеокарт от разных производителей. Он вытаскивает сырые данные из самого сердца графического чипа, частоту работы ядер, загрузку видеопамяти, температуру и, самое главное, список конкретных программ, которые в данный момент монополизировали ресурсы вашей видеокарты. Строгий, эффективный и незаменимый инструмент для тех, кто работает с нейросетями или графическим рендером. Инженерный вердикт ID90. Вот так, за 40 лет обычная необходимость убить зависший процесс создала целый поджанр системного софта. Мы прошли долгий путь от монохромных строк оригинального топ и слепых снимков системы до тяжелых сетевых мониторов и мощных современных панелей, работающих за доли секунды. И на самом деле вся эта гонка за эффективностью интерфейса и скоростью отрисовки графиков – это потрясающий пример технологического изящества. Терминал принято считать серой, бездушной средой для сухих команд. Но эта история доказывает, что везде нужно видеть красоту. Наше рабочее пространство – это место, где мы проводим тысячи часов, и оно должно быть эстетичным. Стремление сообщества превратить сухие системные метрики в красивые, плавные и информативные дашборды – это и есть настоящий инженерный дух. Это манифест того, что даже самый утилитарный инструмент
может быть визуально безупречным. Мониторинг – это не просто цифры, это пульс вашего железа. Ищите свой баланс между суровой информативностью и красотой интерфейса. Настраивайте свои терминалы так, чтобы вам хотелось открыть его снова и снова. Ведь эстетика рабочего места напрямую влияет на то, с каким удовольствием вы делаете свою работу. Пусть ваше железо никогда не перегревается, а зависшие процессы закрываются с первого клика. Если вам понравился этот разбор, подпишитесь и ставьте лайк этому видео. С вами был ID90, инженерный подход к технологиям. Сохраняйте критическое мышление, оптимизируйте свое рабочее окружение, используйте правильный софт и развивайте свою инженерную культуру. Увидимся в терминале и до встречи в новых видео.